Добрый вечер, рад всех приветствовать. Сегодня у нас очередная лекция, очередной эфир на тему младших арканов. Это интенсив-курс, который я назвал «Сила младших», потому как мы с вами говорим о том, насколько интересны у нас с вами младшие арканы, какая у них есть связь, какая у них есть система, потому как привычная линейная система знакома всем, конечно, ну что там умного. Вот единичка, вон десятка, и, соответственно, циферки между ними выстраиваются в определенный порядок самостоятельно. Однако этот определенный порядок определяется не просто так, не просто циферками, но и смыслом изображений, смыслом сюжетов. Да? И мы уже с вами разобрали некоторые карты. Мы с вами разобрали тузы. Мы с вами прошлись по двойкам, по тройкам. Это была тема первой лекции, достаточно такая серьезная, весомая лекция получилась. Ссылочку на нее можно найти в описании к этому видео, либо я постараюсь где-нибудь здесь вывесить какой-нибудь дисклеймер, который выскакивает и показывает там. Нажмите и перейдите по ссылочке. Конечно же, лучше, интереснее и полезнее смотреть этот интенсив-курс в правильной очередности. Первая лекция, потом вторая, потом третья. По частям, само собой. И части у нас с вами объединены общей идеей, которую я, как вы знаете, филолог по первому образованию, наверное, по первому образованию звучало так несколько... Я не хвастаюсь, я просто отмечаю то, что для меня, как для филолога, допустим, является важным. Это развитие сюжета. И сюжет, конечно, в картах Таро присутствует. И его, конечно, можно разбить. Я напомню, да, часть первой лекции. Просто чтобы вы вспомнили, вошли в курс. Любой сюжет абсолютно условно первоначально делится у нас на 3 стадии. Завязка, кульминация и развязка. Это вы знаете. И, соответственно, если мы еще берем нумерологию, у нас считается, что последняя цифра у нас не 10, как в картах Таро, как в младших арканах, а 9. Девятка является последней логичной цифрой, потому как 10 это уже сочетание единицы и нуля. Да, это ощущение полноты. Поэтому мы с вами можем рассматривать 9 карт как цельную какую-то историю с каким-то выводом, в десятке, да, в последней карте, которая подчеркивает, завершает и является, скажем так, венцом всей этой истории. И, соответственно, вся эта история девятикарточная у нас с вами делится на 3 логичных этапа. Первый этап — завязка. Это 3 первые карты. Туз, двойка и тройка. Второй этап — кульминация. Это четверка, пятерка и шестерка. Об этом этапе мы говорили с вами на прошлом эфире. Ссылочку, опять же, можно найти в описании к этому видео. И третий этап, завершающий. Семерка, восьмерка, девятка. Да, это развязка. То есть, к чему мы пришли по итогу. По итогу какой-то истории. Что за история у нас? Если мы берем стихию отдельно, то это история одной стихии. Да? Само собой, что все, что у нас происходит в нашем материальном мире, в нашем человеческом обществе, мы можем рассмотреть разделенным, мы можем ощущать разделенным на 4 типа событий, явлений, либо каких-то характеристик, качеств. Называется это дело стихия. В картах Таро они представлены мастями, да, то есть вот этими блоками по 10 карт и 16 придворных карт, о которых мы будем говорить, само собой, отдельно. Вспомнили, да, я думаю? Ну, это общепризнанная, общеизвестная информация, поэтому тут я, конечно, ничего нового для вас не скажу. Однако, когда мы с вами рассматриваем завязку истории, мы идем по картам. Каждая карта — это одно ощущение, это один, скажем так, один момент, один миг, одно событие, одна какая-то ключевая сцена, которая разыгрывается у человека сейчас. Допустим, в тройках мы с вами научились взаимодействовать по стихии Земли. В тройке жезлов мы научились взаимодействовать по стихии огня. То есть мы научились как-то договариваться, находить общее между двумя разнонаправленными желаниями. Да? Если вы помните,
первую лекцию. По итогу мы пришли от появления стихии, от понимания того, что стихия живая, она шевелится, она изменяется, она каким-то образом трансформируется. Это тема двоек, движение стихии, изменение стихии. И, соответственно, по тройке мы с вами пришли к тому, что, оказывается, с этой стихией можно взаимодействовать. Да, вот есть одна форма стихии, вот есть другая, вы можете являться причиной изменения этой самой стихии. Допустим, у вас по тройке жезлов есть какое-то желание, вот по двойке жезлов у вас есть желание оставаться дома, по второму жезлу у вас есть желание куда-то путешествовать, да? Как вам совместить эти два желания? С одной стороны, нужно находиться дома, чтобы следить за хозяйством, как-то зарабатывать деньги, да, для семейного клана средневекового. С другой стороны, хочется куда-то поехать, потому что скучно дома все время сидеть, тем более стихия огня, стихия жезлов. Тянет постоянно куда-то прогуляться. Два разнородных, разнонаправленных желания, которые должны каким-то образом уживаться вместе, и пересечься они не могут никак, потому что это разные желания. Одно сильнее, одно выше стоит, второе слабее, но оно зато зафиксировано, да, оно на постоянной основе прикручено у нас к этому самому семейному особняку, да. Тройка — это то, как мы научаемся эти два желания совмещать. Какой-то консенсус. Да? Мы, допустим, можем попутешествовать куда-нибудь, как нам мечталось в двойке, но с выгодой. То есть мы по дороге можем заехать, забежать в duty-free и купить что-то подешевле себе, да? То есть уже какая-то выгода, уже какая-то экономия в хозяйстве. То есть тройка жезлов — это умение совместить два разнонаправленных желания. Договориться, грубо говоря. Это принцип торговли, это умение договариваться между разнонаправленными желаниями. Кто-то хочет продать, кто-то хочет купить. Вы как посредник можете заработать на процентах. Почему нет? Завязка, кульминация, развязка по первой тройке у нас идет появление стихии, изменение стихии и попытка провзаимодействовать. Успешная, я надеюсь. Вторая тройка. О ней у нас шла речь с вами на прошлой лекции, на прошлом эфире. Выглядит ничуть не менее интересно, да? Ну, вот я вспоминаю примеры по одной стихии, но мы с вами на прошлых лекциях рассматривали все. Четверка, пятерка, шестерка. В каждом этом блоке, да, в каждой завязке есть своя маленькая внутренняя завязка, кульминация, развязка, да? Во втором блоке кульминации у нас тоже есть свои внутренние завязка, кульминация, развязка. Так, это что у нас? Это у нас пришел какой-то донатик. Очень приятно. Я только никак не могу сообразить. Спасибо большое за поддержку канала. Это очень приятно. Не то, чтобы я на этом зарабатывал, но таким образом вы в самом деле помогаете развиваться каналу. Спасибо большое. Хорошо. Внутренняя история кульминации. Четверка, пятерка, шестерка. Начинаем мы с какого-то стабильного желания. Если вы помните, я пояснил, что такое четверка жезлов, почему это желание стабильное, как оно повторяется циклично, одно и то же желание просто стоит в 4 разных углах. Да? То есть мы повторяем с вами то, что у нас хорошо получилось в тройках. В тройках мы научились взаимодействовать со стихией, мы просто повторяем то, что у нас хорошо получилось. Стабильно получаем доход. Вот. Дальше у нас при попытке выхода из этой стабильности, да, мы с вами начинаем шевелиться, активничать. Мы начинаем конкурировать с такими же желаниями, которых у нас в разные стороны понатыкано как угодно. И каждое желание отстаивает что-то свое. Смысл в том, что каждый из изображенных людей на этой карте, он одет в одежды разного цвета, он защищает только свои интересы. Это разные желания борются между собой. По шестерке какое-то желание побеждает, и мы обращаем на него наиболее пристальное внимание. Да? Само собой, это стихия огня, это стихия желаний, это стихия привлечения внимания. Что люди хотят. Вы понимаете, что люди хотят видеть, привлекаете их внимание и можете вести за собой определенным образом. Так что можно сказать, что мы с вами научились находить правильное желание среди всех тех постоянных желаний, которые у нас рано или поздно оседают в нашем характере. Да?
Самое главное вовремя заметить, какое из желаний должно быть главным, должно победить, к чему привлечь внимание, и, соответственно, чем мы можем поделиться с другими людьми. Это определенный опыт вашей победы. Как вы научились побеждать, так вы имеете право показывать другим людям, хвастаться какими-то успехами, достижениями. То есть, собственно, у нас с вами мы закончили в шестерках, которые говорят о взаимодействии человека с какой-то другой силой, да, с другими людьми, но уже с позиции более высокой, более сильной, более серьезной. Если по тройкам мы учились с вами просто взаимодействовать, получать какой-то результат, да, возможно, разовый. В четверках мы научились этот результат фиксировать, чтобы этот разовый результат был не просто случайным, а закономерным. В пятерках мы развиваем его, да, и в шестерках мы получаем по итогу результат, который, скажем так, превышает все наши смелые ожидания, все то, на что мы рассчитывали в тройках. В шестерках человек становится действительно богатым, потому что он перестает бояться тратить деньги по пятеркам, да? Вспоминайте. Вот коротенько мы так с вами пришли к тому, что человек взаимодействует с другими людьми, и это взаимодействие уже направленное, да? Имеется некий вектор силы, который идет от того, кто выше, кто сильнее, у кого больше, чего там, денег, славы, желания, умения, способностей, силы, да, либо эмоций. И, соответственно, этот человек может делиться эмоциями по шестерке кубков, силой, каким-то воздействием, либо информацией по шестерке мечей, желанием, да, то есть учит мотивироваться других людей. Да, смотрите, как у меня хорошо получилось. Эй, приятель, посмотри на меня, делай как я. Да, вот все эти мотивационные ораторы, они говорят в первую очередь о том, что у них хорошо получается. Да? Мы, глядя на них, берем от них их желания, загораемся их желанием, тоже хотим стать такими же крутыми, сильными. Соответственно, эти мотивационные ораторы делятся с нами своей энергией, своим желанием, умением достигать своего желания. Ну и по пентаклям там понятно. У кого много денег, тот может поделиться этими деньгами с тем, кому на самом деле это надо. Вот так коротенько мы с вами вспомнили, что у нас было на предыдущих лекциях. И сегодня у нас самое интересное — это развязка, да, семерки, восьмерки и девятки. В десятках мы будем говорить отдельно, когда у нас с вами будет происходить переход в придворные карты. Итак, если мы с вами делим каждый этап, опять же, на 3 части, на 3 карты, в которых снова у нас присутствует завязка, кульминация, развязка, с чего мы стартуем с вами в семерках? В семерках мы с вами стартуем из ощущения того, что, ну, в принципе, работа, какая нужна, сделана. Что мы могли сделать, мы сделали. О чем говорит у нас семерка пентаклей? Что за сюжет? Человек вспахал поле, человек засеял его, там, выбрал камни, прополол, поливал, ухаживал, удобрял, травил вредителей. В общем, вся работа, которую только можно было сделать, она им сделана честно, добросовестно и в полной мере. Результаты имеются. Они очевидны, эти результаты, их действительно много. Потому что семерка у нас традиционно говорит о большом количестве. И если вы помните, у нас вот эти самые волшебные цифры, да, кроме тройки присутствует еще и семерка. 7-й сын, 7-го сына, 7-я вода на киселе, на 7-м небе, 7 раз отмерь, 1 отрежь. Всегда во всех европейских традициях эта цифра считалась синонимом множества. Такого множества, которое даже сложно посчитать. У скандинавов, правда, была альтернативная для этого циферка, это девятка. И действительно, если посмотреть, то 9 это самая большая цифра. Но скандинавы это чуть-чуть отдельная песня, ничуть не менее интересная. Об этом мы поговорим отдельно, наверное, на курсе по рунам. Вполне вероятно, потому как прям напрашивается скандинавская девятка на курс по рунам.
Если же вас интересует курс по картам Таро, добро пожаловать, можете мне писать, можете находить мой контакт в описании к этому видео, и у нас с вами там на этом самом курсе происходит разбор не только и не столько карт Таро, сколько раскладов. Да? Мы на примерах разбираем 60-70 раскладов примерно за весь курс. Курс длится где-то около 3 месяцев. В общем, ссылочка на контакт присутствует у нас в описании к этому видео. Елена, спасибо большое за донатик. Всегда очень приятно, когда зрители поддерживают канал. Лучшей поддержкой канала, кроме финансовой, это тоже очень приятно, но кроме финансовой, лучшей поддержкой канала будет у нас следующее действие. Я отвлекусь буквально на полминутки. Дело в том, что у нас с вами существует проблема. Это засилье на YouTube информации, которая по картам Таро является очень низкопробной, низкокачественной, а порой и откровенно фальшивой информацией. Поэтому разобраться, где же на самом деле толковая информация, где действительно ценные знания, бывает сложно. С этой проблемой что-то надо делать, ее надо как-то решать, бороться. Вы можете сделать со своей стороны то, чего не могу сделать я. Вы можете поддержать мой канал лайком и комментарием. Выглядит как-то так односторонне. На самом деле, продвигая канал, вы помогаете развивать знания о Таро среди широкой публики. Вы помогаете популяризировать видение Таро не вот с этой вот страшной колдунской стороны, а с какой-то разумной, логичной. Если вам нравятся мои лекции, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь, если еще не подписаны. YouTube так работает. Если вы подписываетесь, ставите лайк, комментируете, другие люди узнают ту же информацию, которую вы таким образом, вы кармически, можно сказать, помогаете распространять знания, которые вам интересны. Плюс YouTube, конечно, понимает, что вам нравятся такие видео и предлагает вам больше интересных видео. Так что для себя вы тоже понемножечку все это дело приобретаете, какие-то новые интересные знания. Вот такие дела, пироги. Если вы впервые на канале, подписывайтесь, не стесняйтесь и обязательно зайдите в плейлисты, там много интересного. У меня информация обычно разделена на плейлисты для удобства зрителей. Хорошо. Я прошу прощения за такую вынужденную информационную вставочку, но она на самом деле нужна, потому как YouTube сам не может понять, какие видео хорошие, какие нет. Вы можете помочь YouTube, мне и другим зрителям. По семеркам у нас существует множество, есть какие-то результаты, да, но они недостаточно серьезны для человека, чтобы пользоваться ими уже сразу. То есть виноград есть, но не созрел. Он еще зеленый пока, да. То есть мы с вами стартуем из ощущения, ну не то чтобы спокойствия, скорее это такая небольшая пауза, попытка подумать, так и что же мы с этим всем будем делать, когда оно в конце концов созреет. То есть большое количество результатов это прямое следствие поведения по шестерке пентаклей. И тут прям такой намек, да, что если вы хотите действительно большое количество денег, вам нужно научиться правильно их вкладывать, правильно делиться этими деньгами с другими людьми. Тогда у вас будут плоды вашей работы. Тогда вы действительно сможете сделать паузу, отдохнуть, там, пока результаты вашей работы созревают, дозревают. Да? И мы с вами стартуем. Завязка у нас вот та самая семерка. Она логично вытекает из шестерки. И говорит о том, что нам не надо торопиться. Нам не надо спешить. Дело в том, что хороший результат чаще всего появляется не сразу. Знаете, как эта спешка хорошо только при ловле блох. Хороший результат вряд ли будет быстрым, потому как для качества нужно время. Нужно, чтобы действительно хороший, толковый, большой плод, да, ему нужно время, чтобы вырасти. Правильно проходить семерку пентаклей, конечно, нужно по ощущению времени, неспешно. Большое количество материала требует большое количество времени для обработки. Большую кучу земли, если уж так говорить, вы не сможете быстро переместить с места на место.
На это потребуется определенное время, на это потребуется терпение. Большое количество материала, соответственно, равно большому количеству работы, большому количеству терпения, большому, скажем так, желанию работать, готовности работать. Человек не стоит тут как бы в бездействии, он отдыхает, у него небольшая передышка перед тем, как продолжить свою работу. Продолжение работы у нас есть в восьмерках, и если мы смотрим с вами по развитию стихии, да, мы в первую очередь обращаем внимание на смысл стихии. А смысл стихии Земли — это в наличествовании чего-то. У нас что-то есть, мы можем что-то с этим сделать. Это не просто желание, информация, либо какая-то эмоция. Это практически материальное воплощение вашей работы. Ваших желаний, которые материализованы уже теперь. Вы практически видите эти помидорки, которые выросли, но еще не стали красными. Они еще зеленоватые, да, скажем так. Но их много. И, соответственно, результаты обязательно будут. Вот это ощущение, которое говорит вам по семерке Пентаклей, что торопиться не надо. Все будет хорошо. Все будет нормально, пусть не сейчас, но за работу обязательно заплатят. Если вы постарались, то результат непременно будет. Даже если получается не очень, это все равно лучше, чем ничего не делать. Поэтому по семерке Пентаклей самый лучший совет, который мы можем пройти, с которым мы можем пройти через эту карту, это не торопиться. Большое количество материального ресурса стихии Земли требует большого количества времени, усердия и целеустремленности, скажем так. Однако, следующая карта, восьмерка, у нас тоже показывает процесс работы. И в этом плане, что интересно, у нас с вами происходит у нас с вами возникает вопрос. Если верить тем тарологам, которые традиционно называют семерку, это, карта работы, да, что тут? Понятно, человек работает. Вот мотыга, вот виноград. Значит, что человек делает? Он же не пьет вино, он не кушает, он не отдыхает, он работает. Хотя тут, да, такой процесс неспешной работы, да. Не надо торопиться по семерке Пентаклей. Человек работает. И по восьмерке у нас человек работает. Какая же разница? А если посмотреть, то и по тройке он тоже вроде как работает. Да и по двойке, если вспомнить, что это у нас моряк, да, который находится в плавании, как солдат спецслужбы идет, моряк тоже вроде бы работает. Так какая же карта у нас говорит о работе? Да, в принципе, все эти карты говорят о работе, только каждая со своей стороны показывает этот самый рабочий процесс. Во всех картах по пентаклям важны пентакли в первую очередь, важна сама работа. Обращается внимание именно на результат работы. В семерке большое количество результата зависит от больших приложенных усилий, от большого количества времени. В восьмерке мы обращаем внимание на другое. Восьмерка — это всегда изменение ритма. Почему? Потому что если мы с вами вспоминаем четверки, там есть ощущение стабильности. Ощущение стабильности, повторяемости одного и того же в одном и том же ритме. В четверках, можно сказать, мы научаемся чувствовать не столько скорость, сколько постоянство, стабильность определенную. В восьмерках мы научаемся чувствовать время. Каким образом? В семерках, если мы подождали, мы получили какой-то результат. Если мы правильно подождали. Правильно поработали, правильно подождали, получили результат. Это семерки. В восьмерках мы продолжаем работать, но работаем уже с определенной скоростью. С уже понятной скоростью, с уже ощутимой, с нужным темпом. Мы чувствуем, когда нужно поработать, а когда нужно отдохнуть. Все восьмерки говорят о смене темпа, который нужно делать вовремя. Своевременность, либо смена темпа. Смена темпа, в принципе, и есть своевременность. Когда темп меняется, вы должны менять свою скорость, да, чтобы попасть в этот же самый темп. Об этом у нас говорят восьмерки жезлов. Сейчас мы о них с вами поговорим. Поверьте мне просто на слово, пока мы говорим о восьмерках пентаклей, тут не так очевидно ощущение темпа, ощущение своевременности. Потому что фокус внимания все-таки
на самих пентаклях, на смысле самой работы, на результате. Вот. Так что тут у нас с вами, если мы окунемся глубже в восьмерку, мы с вами получим ощущение, которое получает человек, который сидит и чеканит эти монетки. Представьте себя на месте этого человека и представьте, что у него как бы висят вот эти монетки. Каждую нужно сделать. Одну он уже отчеканил, положил там на землю, либо наоборот повесил на стену. Потом он берет следующую, чеканит, потом он берет следующую, чеканит. И он ловит определенный ритм. Это как конвейер. У нас тут с вами нарисован такой средневековый конвейер. Ну, в средневековье конвейера еще не было, потому как его придумали позже, на заре инструментальной, да, эпохи, на заре развития производства, такого массового, заводского уже, да, вот, на фабриках уже стали применять этот принцип, когда человек делает одну работу, да, остальную работу делает кто-то другой, делает свою часть работы. Например, тут у нас чеканщик. Он хорошо чеканит монеты, и ему нравится его работа. Ему нравится это ощущение, он чеканит монеты, потому что он любит и умеет это делать. Он ловит в этом кайф, ощущение какое-то. Я почему об этом говорю? Потому что я в свое время занимался чеканкой, да? Так, то есть, звучит вроде, да, там и филолог, и в банке работал, и швец, и жнец, и на дуде, и грец, кузнецом был, и ювелиром, и там нужно было в какие-то моменты чеканить. И это действительно очень интересное ощущение. В чеканке самое главное не сильно ударить, не точно ударить и не быстро ударить. В чеканке самое главное это поймать ритм. Когда у тебя молоточек, вот этот маленький легкий чеканный молоточек, движется с определенной скоростью, и ты просто переставляешь сам чекан с места на место, ты как вот эта пулеметная очередь. Она имеет определенный темп, определенный ритм, определенное временное ощущение, под которое нужно уметь подстраиваться. И вот восьмерка пентаклей показывает процесс. Поверьте мне на слово, я участвовал в этом процессе изнутри, я проживал эту карту на работе. Это умение встроиться в рабочий ритм, во-первых, зайти в этот ритм, а во-вторых, вовремя выйти. Потому что мы должны получать удовольствие от самого процесса работы. Плюс я еще видел игрушку, такая есть средневековая игрушка. Я, к сожалению, потерял это видео, так и не нашел второй раз. Но если вы помните, в школе, там, в каких-то классах, на уроках труда мальчикам дают задачу выпилить лобзиком такую примитивную игрушку. Мужик с этим самым, с медведями. Они сидят и молоточками по очереди стукают, да? Вот, мужик и медведь такая игрушка. И вот тут примерно то же самое. Я видел видеозапись, на которой человек, который занимается средневековыми игрушками, демонстрировал свою коллекцию вот как раз таких вот интересных игрушечек. И там как раз была вот один в один такая же игрушка. Один мужичок сидит на вот на приступочке такой, на каком-то станке примитивном, и стукает молоточком. Один в один. То есть мы с вами видим, во-первых, ритм рабочий. Во-вторых, конвейер, да, где нужно вовремя заходить, вливаться в чувство работы. Физическое чувство работы. Ритм — это физическое ощущение, которое вы пропускаете через себя. Своими рецепторами, своими фибрами, да, своего органического тела, физического, реального. Плюс это игрушка. Вот сочетание всего этого дает нам ощущение того, что, во-первых, нужно вовремя входить в рабочий темп, во-вторых, ловить там удовольствие, а в-третьих, выходить вовремя из этого темпа. Потому что мы уже научились отдыхать в семерке пентаклей. Мы уже научились пониманию того, что работы временами бывает слишком много. И для того, чтобы работа вас не утомляла, чтобы ловить удовольствие от работы, получать удовольствие от процесса любимой работы, нужно вовремя отдыхать. Вот такие ощущения. Восьмерка пентаклей о чем говорит? Говорит о том, что человек нашел правильный рабочий темп.
Ему нравятся физические ощущения от того процесса, в который он вовлечен. Карта восьмерка Пентаклей не всегда, не обязательно говорит о работе, потому что мы же с вами рассматриваем не только рабочие моменты, но и какие-то моменты отношений, физических, любовных. А вот восьмерка Пентаклей — это периодичное ощущение того, что нам нравится. В отношениях это, скажем так, в непосредственных постельных отношениях это чувство ритма, в которое надо войти, да, и, соответственно, дойти до какого-то правильного момента. А потом нужно, собственно, этот темп сбрасывать вовремя. Потому что, невозможно же находиться в этом состоянии постоянно. Заболит все, да. Удовольствие от общения с человеком нужно перемежать каким-то другим ощущением. Поработали, отдохнули, поработали, отдохнули. Потому что главное в работе — это умение найти удовольствие в этой работе. Без перерывов это невозможно. Вот это восьмерка Пентаклей. Правильный темп, который дает вам удовольствие физическое от самого процесса. Обязательно в восьмерках идет темп. В девятках этот темп у нас с вами превращается в фокусировку внимания на моментах отдыха. Если в восьмерке для нас главное сама работа, то в девятке для нас главное это отдых. Понимаете, это два сопутствующих процесса. Человек, научаясь правильно работать, потом должен правильно отдохнуть. Итого, завязка у нас какая? Сейчас я объясню про девятку, просто хочется уже ухватить весь кусок, да, сразу. Семерка, восьмерка, девятка. Семерка — большое количество ресурса, с которым что-то надо делать. Восьмерка — это умение сосредоточиться и найти удовольствие в рабочем процессе, либо в принципе в физическом процессе, да. Даже прогулка должна нравиться своим ритмом. Ритм должен быть не быстрый и не медленный, чтобы вы получали удовольствие от прогулки, не запыхались, но и не слишком утомились вот этим вот всем скучным, да. То есть найти темп рабочий. А девятка — это грамотно отдохнуть после того, как хорошо поработал. По итогу, кто у нас может правильно отдыхать, чувствовать себя человеком, которому не надо работать? Тот, кто правильно поработал до этого. Вот у нас и развивается вот эта история, вернее уже заканчивается, да, когда, всем же хочется не работать, всем хочется заниматься чем-то приятным, отдыхать, да. У нас богатая женщина в богатых одеждах, в богатом винограднике, да, тут уже, видите, уже есть плоды. Вот плоды этой самой работы. Они уже сами растут. Ей уже не надо работать, ей не надо никуда торопиться, ей не надо никуда спешить. Вот эта маленькая улиточка намекает на то, что зачем торопиться, если никуда не надо. Сегодня воскресенье или там суббота, да, на работу не надо, поэтому можем отдыхать, можно лениться, можно... можно, конечно, поработать, сделать что-нибудь, но так, для удовольствия. Почему для удовольствия? Потому что в этой карте у нас женщина занимается соколиной охотой. А соколиная охота — это привилегия богатых людей. Раз. А во-вторых, это привилегия людей, это в принципе занятие, которое направлено не на получение какого-то результата. Это охота не ради пропитания, не ради мяса, не ради добычи. Это охота ради удовольствия. Понимаете? Это охота богатых, когда неважно, поймал ты что-то, не поймал. Главное сам процесс. Главное то, что ты отдыхаешь во время этой охоты, да? Тем более ты особо и не охотишься, охотится сокол. Вот, это скорее интерес от того, что у тебя есть, умение заняться, умение найти в работе что-то действительно интересное, увлекательное. Итого, семерка — это большое количество ресурсов, с которым что-то надо делать. Восьмерка — это правильный рабочий темп, который ты взял. И девятка — это правильный отдых после того, как ты правильно, качественно, много и вовремя, по восьмерке главное, вовремя поработал. Если ты вовремя по восьмерке сел за работу, то по девятке можно будет смело отдыхать так, как тебе хочется, так, как тебе нравится. Само собой, в картах это звучит как человек, который не работает, человек, который отдыхает, который ленится, какой-нибудь там альфонс, содержанка, которому не надо работать. Они до этого, наверное, как-то хорошо поработали по-своему, да?
У всех своя работа. Даже у того же Альфонса или содержанки есть своя работа. Им нужно походить на фитнес, на спа, им нужно ногтики сделать, им нужно там нарастить волосы, либо там еще что там наращивают. Вот, альфонсы и содержанки, да, то есть нужно себя поддерживать в рабочей форме, да, чтобы твой покровитель радовался твоему внешнему виду, либо твоему поведению, да, то есть там тоже своя работа, не то, чтобы я их как-то одобряю или осуждаю, но на самом деле, если людям кажется, что кому-то достается что-то легко, ну, это просто они не видят той работы, которую делают те же самые разгильдяи, скажем так. Вот. У них своя задача, своя работа, и порой она, скажем так, может быть, она менее полезна другим людям, но она порой бывает ничуть не менее сложной. Вот такие дела. Итого. Вот у нас завязка, кульминация, развязка. Да? Получаем большое количество ресурса, находим правильный темп и получаем результат, который нам позволяет прекратить, скажем так, обращать внимание на этот ресурс. По девятке не надо работать, потому что если ты расходуешь этот ресурс, он вырастает сам. Если ты научился правильному темпу работы, ты как бы и не работаешь, ты получаешь только удовольствие от работы. По итогу, главной героине девятки Пентаклей, конечно, нужно ходить на работу, но она делает это с удовольствием, потому что вовремя замечает, когда надо уйти домой. Вот такие дела, пироги. В десятках, ну, о десятках мы поговорим на следующем эфире. Сейчас давайте посмотрим, как та же самая история, да, завязка, кульминация и развязка у нас идет семерка, восьмерка и девятка, но по стихии жезлов. По семеркам у нас есть большое количество стихий, которые у нас требуют нашего внимания, да. Грубо говоря, в семерке жезлов у нас с вами мы видим человека, который отстаивает свою землю, да, свои какие-то желания, свои аргументы, свою сторону, свою точку зрения. И он не хочет уходить с занятой точки зрения. Другие жезлы пытаются нас спихнуть. Но у него есть свое желание, за которое он крепко держится, и он своевременно нейтрализует все те другие желания, которые пытаются его спихнуть. Он проявляет упорство. Что такое упорство? Либо упрямство, если в негативе посмотреть. И упорство, и упрямство — это когда человек на самом деле понимает, на самом деле хочет то, что он отстаивает. Грубо говоря, семерка жезлов — это большое количество желания. Если в семерке пентаклей у нас было большое количество ресурса, да, большое количество какой-то работы, которую надо сделать, да, и результаты обязательно будут, то в семерке жезлов у нас большое количество желаний. Это могут быть твои желания, которые пытаются спихнуть тебя с пути истинного и каким-то образом сдвинуть тебя с уверенных позиций. Но у тебя есть самое главное желание, которым ты можешь отбиться, которым ты можешь аргументировать свое нахождение именно на этом месте. Вот я так хочу, я буду так делать. И несмотря на то, что мне хочется спать, кушать, писать, там смотреть кино, либо общаться с соседом или с соседкой, но мне еще надо там делать какую-то работу. Поэтому извините, подвиньтесь, отойдите в стороночку, я буду продолжать работать. Я буду продолжать удерживать свое желание в фокусе внимания. Когда у вас много желаний, вы должны научиться фокусировать себя на чем-то одном. На том, что является главным в этом процессе. А что у нас является главным в этом процессе? А мы уже поняли это по шестеркам. По шестеркам то желание, которое победило, должно отстаивать свою позицию. Мало завоевать титул там, чемпиона по боксу в супертяжелом весе. Его еще отстаивать нужно. Ты должен удержать этот титул, потому что есть много желающих спихнуть тебя с этого титула и самим загрести то, что надо. В общем, если вы добились какого-то
промежуточного, но очевидного успеха, будьте уверены, что за него нужно будет крепко держаться, иначе вас быстро спихнут. Вот как-то так. На вопросики отвечу чуть-чуть позже, вы их пока задавайте, не стесняйтесь. Я в конце лекции пробегусь по всем этим вопросам и постараюсь ответить. Вот такие дела. Так что семерка — это много. Опять же, мы помним с вами ощущение по семерке — это множество. Множество желаний нужно проходить следующим образом. Хватаешься за какое-то одно, то, которое ты научился определять главным по шестеркам. Победитель, да, это у нас желание победителя. Мы его и отстаиваем. Потому что все те, кто нам аплодировал, пытаются занять теперь наше место. Понимаете? Вот такие дела, пироги. То есть мы стартуем. Завязка у нас в том, что, как оказалось, желаний-то много. Вот, человек, который научился увеличивать количество желаний, сталкивается с тем, что как бы хочется очень много всего. Но для стихии огня держаться только за одно желание — это неинтересно. Потому что сам смысл стихии огня — это постоянное движение, это постоянное изменение этого самого желания, этой самой энергии. Изменение энергии порождает у нас желание как бы слиться с большего в меньшее. Да? Любая жидкость перетекает из состояния выше в состояние ниже. Любая температура переходит из горячего в холодное. Да? В принципе, стихия огня говорит об обмене энергией. Огонь и есть энергия, то есть желание. Поэтому, когда у нас происходит определенная фиксация вот этого желания, мы его хватаем и держим в руках крепко-крепко, мы его фиксируем, а это плохо для желания. Желания нужно менять, иначе они киснут, портятся. По восьмерке жезлов мы не сможем все время сдерживать одним желанием вот все возрастающее количество этого самого огня, этих самых желаний. Поэтому мы должны, изучив то, что нам предлагается по семерке жезлов, да, ну нам же предлагают какие-то другие желания к рассмотрению. По восьмерке мы должны правильно менять свое желание, вовремя менять свое желание, потому что жезл, которым отбивается человек по семерке, он долго не просуществует. Стихия огня переменчива, и вот эти жезлы, они на самом деле изнашиваются очень быстро. Вот. В этом плане я всегда вспоминаю историю о том, что у хорошего хоккеиста, да, там где-нибудь в НХЛ или где там, я не болельщик, не фанат, но тем не менее я слышал такую историю, что хороший хоккеист за игру ушатывает 2-3 клюшки. Ну, то есть это желание от быстрого и частого применения стачивается. И нам нужно вовремя переключиться на какое-то следующее свое желание, потому что суть жизни — это постоянное изменение. И тот, кто понимает, что нельзя циклиться на одном желании, а надо вовремя переключаться, потому что конъюнктура рынка это диктует. Если к тебе там снизу лезут какая-то молодая шпана, которая сметет нас с лица земли, да, если вы помните цитату, нам нужно по восьмерке вовремя переключаться. А с чего вы взяли, что тут по восьмерке идет переключение, спросите вы у меня, и будете правы. А мне есть что вам сказать, мне есть что вам ответить. Во-первых, я рассказывал в лекциях на ютубе, в старых лекциях, да, которые можно пересматривать, они абсолютно, в них абсолютно рабочая информация, просто с другой точки зрения. Сейчас я вам представлю ту точку зрения, я не помню, я ее раньше в лекциях озвучивал или нет. Раньше я рассказывал о том, что хороший метатель дротиков в римской армии, да, считался хорошим тогда, когда он с такой скоростью, с такой частотой метал эти дротики, что когда первый, который он бросил, касался земли, он успевал метнуть уже восьмой. То есть, ну, это большая скорость, да, умение вовремя бросить дротик, пока противник еще не слишком близко и не слишком далеко, а вот этот промежуток временной, в который нужно успеть бросить как можно больше дротиков, пока противник до тебя не добежал. Это ощущение своевременности. Гляньте в плейлисте по младшим арканам, там я об этом говорю. Здесь же сейчас я вам хочу обратить внимание на один аспект, который, может быть, сразу не заметен, потому что наше сознание цепляется за что? За то, что тут палки летят. Да?
Можно это, может быть, это копья, может быть, это стрелы. Кто там по-разному их рисует в разных современных бестолковых колодах. Однако тут Уэйт, либо вернее сказать, Памела Колман Смит нарисовала восьмерку, и вообще, в принципе, все карты, нарисовала восьмерку жезлов. Тут показана интересная идея. Своевременная смена ритма. Помните, я вам про восьмерку пентаклей говорил, что там важна смена ритма. Мы должны чувствовать ритм и вовремя останавливаться. Иначе восьмерка пентаклей может говорить о трудоголике, да, о том, кто не умеет вовремя останавливаться, не чувствует смену времени, да, не чувствует ритм рабочий. Рабочий ритм надо чувствовать, и восьмерка жезлов этому подтверждение. Не только рабочий ритм, не только физический ритм надо чувствовать, но и ритм смены своих желаний. Почему же тут идет смена ритма? Смотрите, как нарисованы жезлы. Раз, два, три, четыре жезла, да, вот эти вот верхние 4 палочки. Потом идут 2, а потом снова 2. Если мы снизу вверх смотрим, раз, два, а потом идет раз, два, три, 4. Если сверху смотрим, то раз, два, три, 4, раз, два. Помните уроки физкультуры? Да? Вот. Так что тут у нас с вами, ну, музыкант меня поддержит, скажут, что это смена ритма. Раз, два, три, 4, раз, два. Обычно я вспоминаю мультфильм советский, великолепный «Масленица», да, там. Пока ты на своей лошади, раз, два, три, 4, да, Масленица на своих двоих, раз, два. Вот ощущение смены скорости, смены ритма, смены темпа. Ну и плюс, восьмерка, традиционно, 8-й дом зодиакальный у нас говорит об ощущении времени. Да? Потому что материальный мир тесно связан со временем, ну, об этом можно будет говорить, если мы будем рассматривать с вами зодиакальные дома. Ну, не знаю, нужно ли это делать или нет. Можете оставить комментарий, написать. Вот. Так, секундочку. Ага, тут у нас кто-то в чатике такой, да, забавный. Ну и ладно, сейчас мы его удалим, чтобы он не отвлекал. Где там какую-то ерунду человек пишет. Ага, понятно. Ну, до свидания. До свидания. Вот, окей. Хорошо. Счастья, здоровья. Да. Двигаемся дальше. На чем мы с вами остановились? На восьмерке. Вот восьмерочка — это правильный темп смены желания. Конъюнктура рынка. Когда сменяется темп работы, нужно подстраиваться под темп общества. Все побежали, и я побежал. Это восьмерка жезлов. Своевременная смена желаний позволяет нам осознать момент, когда надо бороться, а когда надо останавливаться. Переставать бороться. Но девятка — это не окончательный финал. Да? Это не окончание битвы. Конечно, вы победили. Да? Уходить еще рано. Потому что вот человек, который стоит возле этого чистокола, защитник города, да, он отбил все атаки, своевременно отбил все атаки. Сейчас у него пауза. Сейчас он там смог перевязать какие-то свои ранения, да. Он стоит, отдыхает, опять же. Новых желаний пока не поступает. Поэтому, соответственно, он мог бы уйти, но он не уходит, потому что понимает, что пока не время. Правильная смена темпа позволяет вам научиться своевременности своих желаний. Ощущение того, что твои желания меняются, и даже несмотря на то, что ты уловил темп смены этих желаний, расслабляться нельзя никогда. Об этом говорит девятка жезлов, потому что человек заслоняет собой вот дыру в обороне, вот ту брешь в частоколе. Частокол, который защищает там какую-то территорию, в нем есть дыра. И человек вот этим желанием своим, да, он заслоняет эту прореху.
Он стоит на защите своих интересов. Если в семерке у нас с вами присутствует непосредственно сам процесс защиты своих интересов, да, упорства, то в девятке мы научаемся внимательности, осторожности и умению выжидать, терпению. Потому что уйти хочется, но нужно потерпеть. Упорствовать, упрямствовать умеет любой. А вот терпеть люди огня очень не любят, очень не умеют. И если смотреть, в чем же у нас развивается сюжет, как развивается сюжет. Стартуем мы с чего? С того, что у нас большое количество желания. Семерка жезлов — это много чего хочется в этой жизни. И главное, вовремя отстоять свое истинное желание, которое действительно ценно, за которое нужно держаться. По восьмерке ты понимаешь, что желания постоянно меняются, потому что стихия огня — это переменчивая стихия. Сегодня ты хочешь одного, завтра другого, послезавтра третьего. Поэтому нужно вовремя менять свою тактику защиты, либо нападения, в зависимости от того, чего вы хотите. Нападать или защищать. Поэтому неважно, в какую сторону там летят жезлы. Кто-то пишет, что важно, что они вправо летят, кто-то важно, что они там влево летят. Мы не можем понять, куда летят эти жезлы. Влево или вправо. Понимаете? Любые рассуждения на эту тему будут инсинуациями. Просто потому, что у нас тут не нарисовано, кто их бросает, не нарисовано, куда они летят. Нарисован сам процесс движения этого самого желания. И если вы понимаете, что ваше желание постоянно движется, и если вы уловили в конце концов момент спокойствия, это не время, вернее, это не повод расслабляться, не повод считать себя победителем. Это понимание того, что жизнь — это то, что постоянно меняется, поэтому начеку нужно быть постоянным. Если у вас есть какое-то острое желание, которое приносит вам какую-то травму, какую-то боль, да, допустим, какая-то, как это сказать, какая-то зависимость, да, потому что зависимости идут по стихии огня. Это зависимость от желания, да? То даже если вы справились с задачей, если вы справились с какой-то своей зависимостью, там, с игровой, либо с какой-то другой, да, неважно. Если вы считаете себя очищенным, да, от этого нехорошего желания, то для вас важно помнить, что это не конец. Что в любой момент придет какое-то новое, другое желание, потому что жизнь — это то, что постоянно меняется. Если вам кажется, что все утихло, успокоилось, это сейчас. Все равно нужно быть начеку. Все равно нужно контролировать ситуацию, контролировать события. Нужно свои желания постоянно держать под контролем, под присмотром. Мало уметь с ними справляться. Нужно уметь их отслеживать, их контролировать и быть начеку. Понимаете? Потому что в конце концов человек понимает, что не от ситуации зависит смена его желания, а от того, что это он сам является центром всех своих желаний. Вот когда человек понимает, что это от него зависит, вот тогда он понимает, что стоять на этом посту нужно постоянно. Нужно все время. Ты жив, пока ты чего-то хочешь. Если ты жив, и если ты чего-то хочешь, будь уверен, желание будет меняться, потому что в этом суть огня. Огонь постоянно в движении, постоянно меняется. Если ты чего-то хочешь, и ты с этим справился, будь уверен, скоро придет другое желание, пока ты жив. Ничего человеку не хочется, только когда он перестает жить. Но тут у нас этого процесса нет. Поэтому, соответственно, мы ожидаем по девятке жезлов, мы как бы успокаиваемся, отдыхаем, минута передышки. Нам пока ничего не хочется по девятке жезлов, потому что мы уже все отхотели, что можно. Тем не менее, что-то может еще прийти. Поэтому отдыхать пока рано. У нас финализирующая десятка, о ней мы будем говорить на следующем эфире, поэтому что надо делать? Подписываться, ставить лайки, ну и в общем все вот эти ютубные дела. Так. Итого у нас еще остались семерки, восьмерки, девятки по мечам и по кубкам. Мечи считаются самой неприятной стихией, да? Кубки наоборот самые приятные. Ну, это, конечно, условно, но тем не менее. Если расценивать, что кубки
больше эмоционально подходят к картам Таро, к отношениям, тогда, да, они ощущаются более приятными. А мечи — это необходимость действовать разумно, обрабатывать информацию и в соответствии с информацией как-то действовать, прилагать какие-то усилия. А это мало кому нравится, да, человек, по сути, своей существо ленивое, да, и пытается сэкономить какой-то ресурс, поэтому старается как можно меньше делать. Ну, особенно того, что надо, приходится делать. А масть мечей — это как раз то, что надо делать. Хочешь ты, не хочешь, как бы берешь и делаешь. Ну, вот такие дела. Так, что у нас там по чатику? Нет там очередных. Вы мне там сигнализируйте, пожалуйста, да, если в чатике внезапно что-то происходит, какой-то приходит товарищ не совсем вменяемый, то я его быстренько... Так, хорошо. Вот там в чатике пишут: Роман, вы столько оптимизма придаете любому аркану, это чудо. Ну, смотрите, мы можем видеть, конечно, и негатив, минусы, но это не будет нам помогать проходить, развивать себя. Развивать себя, проходя по арканам, человек может, если он верит в то, что он сможет это сделать. Тот, кто не верит, у него и не получается ничего. Для того, чтобы верить, надо ожидать чего-то хорошего. Даже если вы хорошо информированный оптимист, ну, то есть пессимист, то даже пессимист понимает, что, ну, надо хоть как-то улучшать свое положение. Даже если все будет не так прекрасно, как хотелось бы, ну, можно же сделать немного лучше. Для этого надо верить в то, что это немного лучше будет. Поэтому мы с вами должны верить в лучшее. Для развития своего жизненного пути нужно верить в то, что оно будет лучше. Вот и все. Все очень просто. Окей. По мечам. Ну вот в мечах, конечно, все непросто. Потому что мечи — острая стихия, разум. И для тарологов разум — это, конечно, штука полезная. Но мы же привыкли с вами, да, что вот зачем там расчеты, это все для ученых, да, там математики, ну, астрологи где-то какие-то расчеты производят, да, такое еще может быть. Но по кубкам, вернее, по картам Таро мы не думаем, мы прислушиваемся к интуиции, да. На самом деле думать никто вам не запрещал. Это, скажем так, не только вредно, но и полезно очень, да, вернее, в первую очередь это полезно. Вредно много думать, голова заболит, да. Но если она у вас не заболит, большое количество мыслей, либо какой-то информации, каких-то идей у нас с вами выражается в семерке мечей. Потому что 7, если вы помните, это синоним множества. Волшебное число, которое говорит о том, что чего-то много. Что такое мечи? Это сила, разум, какие-то действия. Их много по семерке мечей. Казалось бы, что нам мешает нарисовать целую кучу мечей, да, 7 мечей, которые свалены в кучу и создают ощущение множества. Ну, во-первых, они так и нарисованы. Они собраны в пучок, в кучу. И если бы их было не слишком много, главный герой этой карты унес бы их одним заходом. Все он унести не может, потому что 2 меча он оставил. Они не влезли ему в руки, он не смог их взять, потому что их слишком много. Это раз. Второе. Вот этот самый, как бы, скрытый, но очевидный смысл того, что изображено на карте. У нас с вами вор, который крадет оружие. О этом значении очень многие знают, что это обман, что это воровство, афера, жульничество. Почему? Потому что на самом деле это вор, который крадет в ночном лагере оружие у противника. По-моему, там Уэйт об этом писал, да, либо кто-то из старых толковых тарологов, да, олдскульных. Там на заднем плане в самом деле сидят люди с какими-то палками, с копьями, да, у костра. Греются, ждут следующего дня, чтобы начать битву. Вот эти самые шатры военные, которые разбиваются обычно в вечернее время, расставляются, да,
в вечернее время, когда два войска не могут сражаться. Я напомню коротенько. Сюжет карты в том, что два войска сошлись в средневековой битве, но наступил вечер, и они, соответственно, разбили лагерь, чтобы продолжить битву с утра. Хитрый там какой-то воин, воришка, да, пробрался в чужой лагерь, выкрал оружие, чтобы победить в завтрашней битве, потому что у противника нет оружия. Алексей, спасибо за донатик, спасибо большое, очень приятно ваше внимание. И, соответственно, вот этот товарищ действует нестандартно. Сила есть, ума не надо, да, а у него силы нет. Зато у него большое количество ума. И он придумал такую военную хитрость. Выкрасть оружие до начала битвы. Афера? Афера. 11 друзей Оушена, да? Там, где сложно составленная комбинация непременно должна завершиться каким-то финальным аккордом, да? Но это сложная комбинация, потому что 7 мечей — это много информации, большое количество действий. Все сразу не получится, все вы унести не сможете. Вот, поэтому нужно выбрать самое правильное, самое разумное, да, и унести то, что вы можете унести. Действовать нужно, как намекает нам карта, осторожно, аккуратно, потому что большое количество информации порождает заблуждение. С этим мы в полный рост сталкиваемся сейчас в интернете, где огромное количество какой-то абсолютно сумасшедшей информации по картам Таро есть в свободном доступе, и, к сожалению, этой информации гораздо больше, чем действительно толковой, логичной, разумной информации, да, проверенной какими-то историческими источниками, да, какими-то ссылками, научными работами, либо хотя бы какой-то логикой. И выбирать то, что тебе нужно унести, нужно действительно аккуратно, осторожно. Плюс мечи он несет острием к себе. Это понимание того, что если ты... Это намек на то, что если ты будешь недостаточно осторожен, ты навредишь себе в первую очередь. Не только и не столько другим, сколько себе. Он крадется на цыпочках, да, он старается не привлекать внимания. Он старается действовать тихо, аккуратно, осторожно, чтобы не привлечь лишнего внимания. Если вы делаете какую-то умную работу, да, вы пытаетесь сделать это аккуратно, осторожно. Если вы производите какие-то расчеты, вы делаете их без спешки. Спешка важна при ловле блох. Реагировать быстро, да, надо, когда наседает много желаний. Вот тут надо быстро реагировать, да. А по семерке мечей надо действовать хитро, умно. Это хитрая комбинация. Это Остап Бендер, у которого было там 288 честных, сравнительно честных способов отъема денег, да, то есть, по сути, да, это обманщик, но это негативное значение. Позитивное значение — человек, который понимает, что просто прямым боестолкновением проблему не решить. Просто в лоб задача не решается, потому что информации слишком много, она вываливается у вас из рук, вы не успеваете ее запомнить, вы не успеваете ее обрабатывать, эту самую информацию. Да? Потому что считается по исследованиям каких-то там британских ученых, что максимальное количество каких-то изображений, либо понятий, либо символов, которые человек может запомнить одномоментно, ну вот в оперативной памяти, это то ли 6, то ли 7. Ну то есть больше уже надо записывать, больше уже слишком сложно. Ты уже начинаешь забывать первое, когда пытаешься запомнить 8. Потому что 7 это тот максимум, который человек может унести. А вообще, по сути, по другим исследованиям, и я убедился в этом на личном опыте, если вы работаете в какой-то команде, да, если вы работаете с какой-то командой, я, допустим, часто работаю с учениками, то есть я набираю группы по обучению картам Таро. Хороший момент прорекламировать курсы, вы можете на них записаться, да, но если я работал так как раньше, я набирал группу и работал со всеми. Максимум за 5 человек. 7 человек было уже много. Вот 5 человек, в самом деле, ты успеваешь поработать с каждым. Ты успеваешь запомнить, что тебе говорит каждый. Поэтому, когда слишком много народу в чатике, да, ты уже начинаешь забывать, кто там что писал. Вот. Смысл семерки, что не надо спешить.
Стартуем мы из этой семерки. Большое количество информации требует осторожности в обработке, иначе ты можешь сам себя обмануть. По восьмерке что у нас происходит? По восьмерке мы научаемся последовательности действий. То есть, если мы не можем сразу все сделать, по семерке мечей, не можем решить все проблемы сразу, мы решаем их по очереди. Не можем ухватить все сразу, решаем одно за другим. Что такое 8 мечей? 8 мечей — это сложная ситуация, в которую попадает человек, если он, в любом случае, если он научается работать с большим количеством информации, рано или поздно количество информации увеличивается еще больше. Восьмерка — это еще больше информации, еще больше проблем, еще больше действий, которые от тебя требуются. И если в семерке ты еще мог как-то выдумать какую-то хитрость военную, то в восьмерке ты понимаешь, что хитростью тут не обойдешься. Тут просто нужно действовать аккуратно, осторожно, постепенно, в правильном темпе. Спешка тут категорически противопоказана. Что такое 8 мечей? Это ситуация, в которой тебя окружают острые предметы. Шаг влево, шаг вправо. Ты не видишь, куда ты идешь. Ты не можешь ничего сделать. У тебя связаны руки, завязаны глаза. Более того, местность, по которой ты движешься, она либо болотистая, либо это морской берег, да, скользкий, по которому особо не побежишь. По болоту бегать нельзя, тебя затянет. По морскому побережью тоже бегать нельзя, потому что во время отлива обнажаются камни, покрыты водорослями, они мокрые, скользкие, ты просто-напросто ноги поломаешь, убьешься. Поэтому действовать по восьмерке мечей нужно логично, разумно, но осторожно, последовательно. Как мы выходим из опасной ситуации, когда мы не видим дороги? Мы нащупываем путь. Попробовали ногой, твердая земля, аккуратно перенесли вес тела. Если вы хоть раз ходили по гололеду, а этой зимой было несчисленное количество возможностей для этого, вот как по льду идти, да, аккуратненько, осторожненько, шаг за шагом. Скакать на двух ногах, либо там как-то ходить колесом не получится, потому что это слишком сложная ситуация. 7 — это много информации, много действий, которые от вас требуются, и вы не успеваете все сделать. В восьмерке вы понимаете, что тут просто нет шансов, нужно просто делать, решать одно, потом другое, потом третье, четвертое, пятое, шаг за шагом, неспешно, аккуратно, осторожно, без спешки. Это смена темпа. Потому что по мечам нужно действовать разумно и вовремя. Если по жезлам нужно действовать тогда, когда тебя подталкивает к этому желание, то по мечам нужно действовать тогда, когда информация соответствующим образом приходит к вам. Когда вы понимаете, что вот сейчас надо это делать. Подумать, просчитать, прикинуть, а вот сейчас надо это. Просто действовать мы можем по жезлам, когда нам хочется, и мы делаем. Да? По жезлам, в принципе, правильно делать тогда, когда хочется. А вот по мечам действовать нужно тогда, когда правильно. Для того, чтобы понять, когда правильно, нужно рассчитать, понять, сообразить, прикинуть и рассчитать. Да? То есть это обработка информации в первую очередь. В наше время, когда знание — это сила, вы должны обладать большим количеством информации, чтобы делать все правильно. Вот. Так что восьмерка — это своевременный, да, опять же, у нас корень время в слове своевременный. То есть нужную информацию мы получаем тогда, когда нужно, в свое правильное время. Вот такие дела. Вот, Константин, кстати, пишет: закономерность, обнаруженная американским ученым-психологом Джорджем Миллером, согласно которой кратковременная человеческая память, как правило, не может запомнить и повторить более 7 плюс-минус 2 символов. Да, среднее число 7, там от 5 до 9 примерно, но среднее где-то 7. Вот, поэтому 7 это вот то, что человек может запомнить, но 2 он может потерять, да? То есть это плюс-минус 2. Спасибо за информацию, за ссылочку. Это вот примерно то, о чем я говорил.
Хорошо. Что у нас дальше происходит? По восьмерке мы, знаете, как это, я люблю приводить такой пример, потому как вспоминаю в детстве, когда ездил в деревню к бабушке на лето, мы там ходили в малину. Собирали малину, и, соответственно, когда ты малину за малиной собираешь, ты заходишь в густой малинник, и если тебе надо быстро оттуда выбраться, ну, тебя зовут, допустим, мы там все уже пошли, что, отстаешь, давай, догоняй. И вы понимаете, что перед вами стоит густая стена малинника, как вот эти вот, а малина это растение колючее, да, если вы помните. Прорваться сквозь эту малину нереально, потому что больно, да, ты порежешься об эти острые колючки, поцарапаешься, одежду порвешь. Выбираться из малинника нужно постепенно, ветку за веткой сгибая, да, убирая в сторону, ты постепенно, шаг за шагом, неспешно, ты рассчитываешь еще, где какую ветку убрать, чтобы не зацепить соседние. То есть это такой целенаправленный процесс, который идет точка за точкой, шаг за шагом, ветка за веткой. Если в семерке мы можем как-то придумать, сообразить, то в восьмерке тут ничего думать не надо, соображать не надо. Нужно просто действовать последовательно, шаг за шагом, аккуратно, с нужной правильной скоростью. Тем не менее, мы приходим к девятке. Девятка тоже не очень приятная карта, которая говорит о том, что человек волнуется. Человек волнуется, переживает. По поводу чего он переживает? Там есть вопросики в чатике. Я постараюсь ответить на вопросы попозже, когда логично подойду к финалу, да? Что такое девятка мечей? Что мы с вами видим? Человек сидит в своей постели и чем-то расстроен, мягко говоря. Он плачет. Ну, по крайней мере, это выглядит так, будто он плачет, либо волнуется, он испуган, темный фон, вот эти висящие мечи над головой создают ощущение угрозы, да, когда дамоклов меч они могут упасть, а могут и не упасть, ты не знаешь, упадут они в будущем или нет. И если ты прочувствовал изменение времени, да, своевременность действий, не просто умные, многоумные, многохитрые, да, хитроумные действия по семерке мечей, но и своевременные. Мало быть умным по семерке, сообразительным, хитрым по семерке. По восьмерке нужно делать это вовремя, шаг за шагом. Правильная последовательность действий, своевременность действий должна быть по восьмерке мечей. Но даже если ты прошел, даже если ты решил все проблемы и оставил их у себя позади, если вы замечаете, да, в восьмерке. О, Агат, спасибо большое за 500 рублей. Девушки, мужчины, уважаемые зрители канала, спасибо большое за поддержку канала донатами. Это не то чтобы обязательно, но очень приятно, конечно. В общем, по восьмерке мечей проблемы-то уже остаются позади. Мы их как бы прошли. Мы их успешно решили. Мы уверены, что если она прошла 7 мечей, 7 мечей она прошла, семерка уже позади, да? И на восьмерке семерка мечей тоже позади осталась, да? Ей осталось решить одну проблему. Она эту проблему решила и перешла в девятку, да? В девятке, в принципе, существуют решенные проблемы, но существует еще и будущая проблема. Если мы ощутили своевременность, либо время по восьмерке мечей, мы смотрим в будущее по этому времени. Если вы помните, да? Девятка пентаклей — это что? Это своевременный, правильный отдых, да? Восьмерка пентаклей — это своевременная работа, а девятка — это своевременный отдых, потому что ты понимаешь, что все равно придется работать, да, в будущем придется работать, но вот сейчас ты можешь отдохнуть. Ты должен сейчас отдохнуть, чтобы в будущем, да, тебе нужно было, можно было правильно работать. Иначе, если ты не отдохнешь сегодня, завтра ты будешь весь разбитый, да, и выходные нужны. Выходные нужны для следующей недели. По девятке ты понимаешь, что ты справился с предыдущими желаниями.
Ты справился с проблемами, с нападками, с какими-то конкурентами. По девятке ты мог бы расслабиться, но ты думаешь о будущем. А вдруг они опять придут? Девятка — это уже намек на будущее, да? Человек задумался о том, что там дальше будет. Девятка мечей. Человек думает о будущем. Причем думает как? Что-то нужно будет сделать. Почему? Потому что мечи — это то, что надо сделать. Это усилия, которые надо приложить. Это разум, который постоянно говорит тебе о том, что надо сделать вот это, вот это, вот это. А еще там нужно счета заплатить, а еще на работу сходить, а еще нужно там подкачать шины в машине, масло поменять. Кстати, вот мне надо масло поменять в машине. Нужно то сделать, нужно то. И ты лежишь, ты не можешь уснуть, потому что волнуешься по поводу завтрашнего дня. Ты вроде бы все проблемы решил по восьмерке, своевременно, шаг за шагом. Ты спишь, ты лежишь, ты можешь спать, но ты не можешь уснуть, потому что ты боишься будущего. Ты боишься того, чего нет в твоей жизни. С чего я взял, что это про будущее? Потому что у вас на одеялке, да, у человека вышиты астрологические символы. Астрология — это наука о будущем. Если мы берем такие вот средневековые понятия, да, к астрологу приходят, чтобы узнать будущее. Вот. Поэтому, соответственно, человек лежит, укрывшись своим будущим, думает о будущем, прикидывая, что же там будет дальше, и волнуется по поводу того, а вдруг я не смотрю, вдруг я не смогу решить проблему. Я, конечно, решил все проблемы, те, которые передо мной там ставила жизнь. Но вдруг в последующем я не справлюсь с этим делом. Вдруг не получится. Потому что по поводу будущего каждый умный человек понимает, что оно, если и предсказуемо, прогнозируемо, то на какой-то процент. Это вероятность. Понимание будущего всегда вероятность. А там, где есть какая-то позитивная вероятность, есть и негативная вероятность. То есть умный человек всегда опасается по поводу будущего. Не то, чтобы он его боится. Если он боится, он трус. Но если он смелый человек, он опасается будущего. Мало ли что там будет. Нужно быть подготовленным, да? Человек должен быть подготовлен, потому что мало ли что там его ждет. Елена, добро пожаловать на канал. Рад видеть вас в числе подписчиков. Так что девятка — это своевременно подумать о будущем. Тогда, когда нужно. У нас тут с вами карта, конечно, нарисована негативненько. Да, то есть человек уснуть не может. Спать не могу, так волнуюсь по поводу будущего. Ну, если мы поймем, что в десятке у нас перед вами изображен ваш враг, да, то, соответственно, девятка мечей — это всего лишь волнение перед финальным боем, перед предстоящим, перед будущим. Это просто волнение перед будущим. Человек не боится ничего, кроме будущего. Но если он действительно сильный, если он научается решать все проблемы не мытьем, так катанием, да? Как это? Не нытьем, так катанием, да? То постепенно он перестает бояться. Он начинает продумывать будущее. В девятке у нас нарисовано очень уж негативное. Так, сгустил краски Уэйд в этом плане. Слишком страшненько он ее нарисовал. Но это такой явный, четкий намек на то, что человек это там должен бдить. Бди. Что значит бди? Да, будь бдителен. Что значит будь бдителен? Это значит думай о будущем. И не спи. Потому что тот, кто бдительный, тот бдит, тот не спит. Не может уснуть, потому что думает о будущем. Понимаете? Девятка мечей — это бдительность. Она же опасения по поводу будущего, она же страх, она же паника и прочие вот такие неприятные вещи, если мы увеличиваем это чувство в какой-то там прогрессии арифметической, не арифметической, какой угодно. Итого, завязка у нас с вами какая? Большое количество информации, которую просто так не решить. Надо как-то подумать и придумать какую-то военную хитрость, тактическую какую-то хитрость, проявить смекалку. Помните вот этот суп из топора? Солдат, который возвращается с войны, он всегда хитрый, он выжил, потому что он хитрый. Потому что он победил, он сообразительный, ловкий. Но даже ловкий солдат попадает в передряги.
Об этом вся сказка. И даже если он из этой передряги с честью выходит, постепенно, шаг за шагом, делая одно, другое, третье, четвертое, пятое, это не гарантирует ему того, что в будущем ситуация не повторится. Потому что жизнь — это то, что постоянно меняется, а мы с вами обязательно должны учитывать каждую карту в ракурсе того, что у нас вообще жизнь — это то, что происходит вместе. Идеальная там семерка или девятка — это 4 девятки или 4 семерки. Понимаете? Все вместе. Потому что жизнь — это не то, что мы рассматриваем с одной стороны. Жизнь — это то, что мы рассматриваем комплексно. С точки зрения всех стихий. И желания, и мысли, действия, и какие-то эмоции, и физическая сторона бытия, какого-то физиологическая, даже если уж так говорить, материальная сторона. Вот, обязательно все должно работать вместе. Там чатики спрашивают, а может это инструкция про то, что будет, если человек будет сидеть в страхах, бояться идти через болото, ведь ноги свободны, то с ним и будет десятка мечей. Но, скажем так, если вы ищете проблем, вы их находите, но эти проблемы надо решать. Карты нас учат тому, как правильно проходить, как правильно решать ситуации. По итогу это ваша проблема. Если вы не решаете эту проблему, тогда она вас решает. Так, у нас есть новый спонсор. Добро пожаловать, номер 6. Рад вас видеть, спасибо за поддержку канала. Спонсорам доступны видео по Монаре и спонсорские видео. Скоро их число увеличится. Наверное, я буду давать спонсорские видео что-то по астрологии, потому как народ там очень просит переходные знаки. Вот, наверное, переходные знаки мы с вами рассмотрим на эфирах по средам, и, соответственно, это будет для спонсоров. А то, что тема интересна, но не так, чтобы всем. У нас все-таки тематика Таро, поэтому... Вот. Итого. Человек сталкивается с большим количеством информации, проблем, необходимости действовать, но научается своевременно решать проблему за проблемой, последовательность действий, и сталкивается с тем, что все равно приходится думать о будущем. И последняя у нас стихия на сегодня — это стихия воды, масть кубков. Тоже карты, которые трактуются порой несколько двузначно. На ложе девятки мечей изображена библейская сцена, как Каин убивает своего брата Авеля. Не обязательно. Не обязательно. Это может быть сцены победы, да, как один победитель побеждает другого. Вот. Тут у нас нет свидетельства тому, что это именно Каин и Авель. Тут просто два человека, один побеждает, второй проигрывает. Да? Просто-напросто обычно на мебели рисовали какие-то батальные сцены, какие-то героические сцены, которые являлись фиксацией прошлых побед. То есть это ложе триумфатора, да, ложе победителя. Он вроде все прошел, всех победил, но мало ли, вдруг кто-то придет, тот, кто его победит. Он всегда боится, что кто-то как бы в будущем его победит. Может быть, это ему и снится, как его побеждают. Тут у нас нет, к сожалению, каких-то четких указаний по поводу этого самого, по поводу сцены. Финальная на сегодня троица. Финальная тройка — это семерка кубков, восьмерка кубков и девятка. Соответственно, как ни странно, тоже кубков. Что у нас происходит в семерке кубков? Большое количество того, что мы можем характеризовать как эмоция. Либо, если мы попытаемся разобраться в том, что такое эмоция, и вспомним предыдущие эфиры, да, эмоция — это то, что у нас возникает под воздействием, под влиянием какой-то ситуации. Эмоция сама по себе не возникает. Эмоция возникает, когда мы либо общаемся с каким-то человеком и реагируем на изменение ситуации через этого человека,
Либо мы представляем себе изменение ситуации, и, соответственно, нам это нравится, мы начинаем радоваться, либо нам это не нравится. Мы печалимся, если представляем себе что-то грустное, это меняет нашу эмоцию. Эмоция — это всегда реакция на происходящее событие. Это то, что финализирует наши какие-то действия, да. У нас есть какой-то, есть что-то, да, это что-то на нас воздействует, и мы, соответственно, меняя ситуацию, мы реагируем, вернее, соответственно, изменению ситуации, мы реагируем на то, что происходит. Добро пожаловать, Вероника, на канал. Рад видеть вас в числе подписчиков. Надеюсь, вам будет интересно. Семерка — это большое количество этих самых эмоций. Причем каждая эмоция разная. В одной мы видим богатство, золото, бриллианты, как в бриллиантовой руке. А в другом кубке мы видим с вами лавровый венок, венец победителя, триумфатора, тот самый, что был в пятерке жезлов. Шестерке жезлов, вернее. Мы видим с вами замок на скале, который, если вы помните, старшие арканы, является символом силы или власти. Какие-то животные ощущения, животные стремления, да, тот самый дьявол, который в нас сидит и постоянно побуждает к чему-то неизменному животному, там, совокупляться, переедать, излишества всякие нехорошие, да, вот тот самый дьявол, скажем так, который телесный, привязан к материальному миру. Это, можно сказать, 4 нижние чакры, если вы понимаете, о чем я. 3 верхние чакры. Ну, это, конечно, не чакры, но символика улавливается, да. Это мудрость, это познание чего-то непознаваемого, непознаваемого. Простите меня за мой русский язык, он не очень хороший. И змея у нас говорит о... Змея у нас говорит о некой мудрости. Вот по поводу головы мне сложно сказать, но это, вероятно, какая-то добродетель, да, ангельский лик, символика добродетели. И, соответственно, благодать Господня, которую невозможно увидеть, осознать, передать в каких-то словесных ощущениях, это скрытое таинство, таинственное что-то такое, что мы можем ощутить непосредственно, но не можем рассказать другому человеку без придания какой-то формы. Оно не имеет формы, оно скрыто от нас, да. То есть это какие-то высшие стремления, допустим, да. Но суть не в них. В этой карте суть не в них, хотя они, скажем так, являются подсказкой. Человек стоит и смотрит на эти 7 кубков, на это множество кубков, на это множество самых разнообразных желаний. Человек хочет оказаться в 7 разных ситуациях, которые дают ему 7 разных эмоций, 7 разных результатов. Он мечтает о каком-то ощущении. Он пытается выбрать из этого множества мечт, да, одну, к которой надо стремиться. Это мечта, или в английском dream, да, или сон, да, сновидение и мечта, в английском это одно и то же слово. Англичане, вероятно, считали, либо считают, что когда человек спит, он видит свои мечты, либо когда человек мечтает, он видит какие-то сны наяву. Вот. Но в общем и целом человек начинает чувствовать, что впереди его ждет изменение каких-то, изменение ситуации. И Наталья Власова спрашивает, почему один из кубков с черепом? Ну, это надо спрашивать у Уэйта. Прямого ответа на этот вопрос нет, но я подразумеваю, что это парафраз с латыни, что так проходит слава мирская. Да? Я не помню, как это звучит в латыни, но смысл в том, что у нас с вами все, что слава, да, она приходящая, она смертная, тебя забудут. Вот, и если ты стремишься к славе, будь уверен, слава умирает первой. Известность какая-то. А человека забывают очень быстро. Вот. Богатство может быть
Физиология с тобой будет всегда. Власть — это то, что дает тебе силы двигаться дальше. А вот слава, она мимолетна. Сегодня помнят, завтра нет. Вот. Там кто-то еще подписался. Добро пожаловать на канал. Сегодня у нас потихонечку народ подписывается. Так что можно сказать, мы с вами стартуем в этом отрезке. То есть мы решаем, мы научаемся окончательно работать с эмоциями, стартуя из ощущения того, что у нас очень много мечт. Да? Мы мечтаем о том, о другом, о чем-то возвышенном. Нас тянет, нам хочется. Мы желаем, мечтаем оказаться в каком-то ощущении мудром, в каком-то добродетельном, в каком-то божественном. С другой стороны, большая часть мечтания, она понятна, естественно. Это то, что всем другим людям присуще, да, кроме обычных. И одновременно эти кубки нереальны. Почему я считаю, что это мечты, либо воображение какое-то, да, какие-то планы. Человек там планирует себе что-то. Напланировать можно чего угодно. Почему я говорю, что он планирует? Ну, вот эти кубки, они как бы в воздухе висят, в дымке, в тумане, в таком, как в облаке. Они нереальны. Помните вот этот фильм про Остапа Бендера? Там временами, когда он себе что-то представлял такое, да, какая-то нереальная ситуация, возникал такой титр, да, с рамочкой. Это ему кажется. Вот ему кажется, он мечтает о чем-то. И очень правильно выбрать мечту. Из множества мечтаний очень важно выбрать правильную мечту. Чтобы формировать свое целеполагание, да, двигаться куда-то. Чтобы знать, чего хотеть, нужно сначала это представить. Намечтать себе что-то, чтобы к этому двигаться. И если вы помните, множество мечей, да, нужно правильно выбрать те 5 мечей, которые ты можешь унести. Нужно правильно выбирать те действия, которые ты можешь сделать. Что-то ты не сможешь сделать, да, но ты должен правильно выбрать то, с чем ты справишься. По 7 жезлов ты должен правильно выбрать желание, которое является самым твоим верным, самым весомым, самым серьезным, да, таким желанием-победителем из 6 жезлов, чтобы победить все другие желания свои, да. Вот, по 7 пентаклей ты должен выбрать один правильный пентакль, отделить от множества, убрать из этого множества растений, да, из множества материального мира, выбрать что-то правильное, да, отделить зерна от плевел, если их там много, да, убрать какое-то сорное растение от полезного растения. Ты должен правильно выбрать и момент, когда отдыхать, и, собственно, сам материал, как с ним работать. Вот, потому что много не значит хорошо. Много не значит качественно. Вон у китайцев сколько автомобилей, а сколько из них качественные? Ну такое. Вот такие дела, пироги. Так что по 7 пентаклей, по 7 кубков нам нужно правильно выбрать свою мечту. Потому что мечт много. А вот что реализовать, надо выбрать что-то одно. Да, чтобы не распыляться. 7 кубков намекает на то, что ты должен выбрать, куда идти, чтобы не распыляться. Скажите, пожалуйста, а это 7 смертных грехов? Грех, зависть, блуд, уныние и т.д. Нет. Ну, то есть можно их принять, но это и 7 желаний, 7 добродетелей, 7 грехов. Это 7 всегда множество чего-то, понимаете? Поэтому там могут быть и грехи, может быть еще что-то такое. Добро пожаловать на канал, что-то народ прям плотно так пошел один за одним. Очень, очень приятно ваше внимание, рад, что вам нравится. В общем и целом, из большого количества желаний, эмоций, мечт нужно выбрать правильное настроение, да, которое вас подвигнет куда-то двигаться. А двигаться вы будете по 8, потому что по 8 мы, если помните, мы научаемся своевременности. Да? Вот своевременность по 8 мечей — это своевременно понять, какую проблему за какой нужно решать последовательно. Своевременно, то есть одну за одной проблемки решать. Шаг за шагом, аккуратненько, неспешно, своевременно. По 8 жезлов нам нужно своевременно переключать желания. Да? Раз, два, а тут побыстрее. Раз, два, три, 4. Да? То есть своевременность смены ритма желаний. Да? Актуальность, можно еще сказать. Можно еще сказать
Конъюнктура. По восьмерке пентаклей работать нужно своевременно. Работать нужно тогда, когда нужно. А когда не нужно, работать не нужно. Да? То есть, извините меня за такое масло масляное, но как раз вот тут и есть ощущение того, как выбрать правильный момент. Для чего? Для того, что ты делаешь по этой стихии. По восьмерке пентаклей ты выбираешь правильный момент для работы. По восьмерке жезлов ты выбираешь правильный момент для того, чтобы поменять желание. Потому что желание, оно постоянно меняется. Делать это нужно вовремя. По восьмерке мечей ты вовремя решаешь, последовательно решаешь какие-то проблемы. Они все подходят и подходят. Ты вроде бы 7 проблем, множество проблем решил. А тебе еще одно впереди, да, и ты его тоже решаешь. Шаг за шагом, одно за другим, своевременно. По восьмерке ты своевременно покидаешь те эмоции, которые тебе не нужны. Пустые эмоции, пустые кубки. Почему они пустые? Они вроде бы и в девятке могут быть пустыми, да? А у нас с вами тут вот это одна из самых гениальных, наверное, карт. И я преклоняюсь перед Памелой Колман Смит, если она придумала, как нарисовать пустое место. Вот, хотя тут ничего такого гениального нет, но в плане кубков, да, это как-то так выглядит, ну, очень круто. Может быть, это идея Уэйта. Тут мне сложно судить, я не видел, как они работали, кто подавал идеи, кто воплощал, понятно, Памела Колман Смит рисовала. Но кто подавал идеи, вот это интересно. Восьмерка кубков, это человек уходит от пустого желания. Потому что у нас с вами циферка, которая изображена на карте. Сама карта это 8. 8 кубков. Вот они, эти 8 кубков. Но они расставлены таким образом, что создается ощущение, что там что-то должно быть еще. Должен быть какой-то 9 кубок, верно? Ну, верно. Он же так стоит, что вот пустое место. Никакого 9 кубка там нет, потому что карта 8 кубков. Кубков у нас 8. Все правильно. Их столько, сколько нужно. Если ты рассчитывал найти в этой ситуации то, чего там нет, то его там нет. Никакого 9 кубка там не было. Глупо искать черную кошку в темной комнате, если ты уже понял, что ее там нет. Если ты понял, что в отношениях, допустим, с человеком нет чего-то главного того, что ты ищешь. А что же главное то, что ты ищешь в отношениях с человеком? А это тебе виднее, потому что ты это понял в семерке. Ты по семерке выбрал, что же тебе надо искать в отношениях, в человеке, в своей жизни, к чему тебе надо стремиться. И если схлынувшие эмоции обнажили ситуацию, да, если ты успокоился, потому что восьмерка это своевременность. Когда-то есть эмоция, когда-то нет. Вода то прибывает, то убывает. С чего я взял? С чего я взял, что вода тут движется? Потому что у нас с вами изображена Луна. То полная, то неполная, да? Возможно, это затмение у нас тут нарисовано. Тут сложно сказать. Некоторые говорят, что это затмение. Некоторые говорят, что это Луна. Больше похоже на затмение, но смысл в том, что вода ушла, эмоции ушли, да? Когда ты обращаешь внимание на то, что осталось, когда уходит вода, когда уходят эмоции, ты понимаешь, что здесь нет того, что тебе хочется. Если ты понимаешь, что место пустое, то тебе нет смысла тут дальше находиться. Ты уходишь дальше. Уходишь туда, где есть то, что ты себе там поставил как цель. В семерке кубков у тебя есть множество эмоций, ты выбираешь правильную. В восьмерке ты вовремя уходишь из ситуации, где нет того, о чем ты мечтаешь. Отлив обнажил морское дно, вы видите, что там нет ничего. Лина, добро пожаловать на канал, рад видеть вас в числе подписчиков. Если вы увидели, что тут рыбы нет, да, то незачем тут сидеть, ловить рыбу на пустом месте. Потом мы движемся дальше, в
ту ситуацию, которая вас устроит, которая сделает вас счастливым человеком. Потому что какая основная эмоция, которую ищет человек? Радость, счастье, да, неважно в каком виде. Радость от власти, радость от богатства, счастье там от славы, либо от обретения какой-то мудрости, добродетели, божественной причастности к сотворению мира и всему такому прочему. Если тут пустое, ты уходишь из этой ситуации. И приходишь туда, где она есть. Ты приходишь туда, где все эти кубки тебя радуют. Где вся ситуация тебя окружает радость. Ты доволен. Тебе никуда не надо идти, у тебя все есть. Вот такие дела. Так что по девятке мы с вами что находим? Мы с вами находим радость, в которой находится человек. У нас с вами в прямом смысле слова нарисован счастливый человек. Он богатый, он довольный, он сидит где-то на каком-то то ли празднике, то ли, в принципе, на богатом столе, где есть много кубков, и это все его. Множество эмоций, золотой фон, который говорит о благородстве и добродетели, да, о каком-то божественная радость. Человек доволен, счастлив, ему ничего не надо. Как Будда, да, который обрел наконец-то радость жизни. Золотой фон — это эти самые благородные побуждения. Голубой фон — это разум, это понимание того, что ты счастлив. Девятка кубков — это максимальная цифра, максимальное количество радости, которое ты можешь в одиночку проглотить, съесть. Да? Человек обрел счастье, скажем так. Это то счастье, которое максимально он может в себя впихнуть. Больше не может. Потому что 9 это итоговая, финальная цифра, если мы берем нумерологию. А нумерология, поверьте мне, в картах Таро тоже есть. А куда же она денется, если там циферки нарисованы? Это ж не просто так. И Уэйт, который изучал и каббалу, и астрологию, и нумерологию, и герметизм, и что там он только не изучал, да? Множество самых разных таинств. Он обязательно учитывал нумерологию. А если присутствуют в чатике нумерологи, да, они соврать не дадут. Максимум в нумерологии это 9. 10 это уже сочетание. Да? А что у нас сочетание? Нашей радости и чужой радости. Действительно, истинная радость это та, которую ты можешь разделить с человеком. Вот. Но максимум все равно в девятке. Понимаете? Больше радости быть не может. Ее можно только увеличить, если другой человек будет ощущать ту же самую радость. По девяткам мечей проблемы в будущем, конечно, будут. Можешь ты их решить сейчас, не можешь. Когда ты их решишь? Тогда, когда надо будет, тогда и решишь. По девяткам жезлов можешь ты рассчитывать на то, что желание когда-то иссякнет, желание тебя завоевать, либо твое желание куда-то там ехать, плыть, лететь, переться, как Федор Конюхов на Северный полюс. Не можешь ты быть в этом уверенным, поэтому нужно взять все те желания, которые у тебя есть, и тащить куда-то дальше, да? Нет смысла стоять на месте, если желания меняются, просто перенеси их туда, куда тебе надо. По девятке пентаклей есть смысл заработать все деньги? Да нет смысла. Всех денег не заработаешь, потому что что? Потому что ты ограничен в материальном мире по времени. И ты состаришься. И основной смысл твоего богатства — это передать, поделиться этим самым богатством, да? Земля и кубки, они постоянно накапливают и по итогу приходят к пониманию того, что надо делиться. А жезлы и мечи — это то, с чем люди борются, и они по итогу понимают, что либо надо сдаваться, либо надо побеждать. Все. И постоянно пребывать в активности смысла нет. То есть по итогу каждый человек начинает понимать, зачем ему дана эта стихия. И если в первых картах было как-то попроще, да, было понятно, то вот эта финализация, завязка, кульминация
развязка уже по итогу гораздо сложнее понимается, потому что чем дальше ты идешь по этой ситуации, тем больше факторов нужно учитывать. Одно дело, что ты там по какой-то стихии пытаешься понять, что такое желание, ты пытаешься как бы увидеть изменения этих желаний и взаимодействовать. Это как бы идет от себя. Ты знакомишься, это завязка твоего общения с этой стихией. Кульминацией происходит наибольшая степень активности человека по каждой стихии. По жезлам это, допустим, по пятеркам, да? У нас самый пик это в пятерках. Переход из пятерок в шестерки. По жезлам это умение правильно бороться с конкуренцией. По пентаклям это умение правильно двигать материальный мир, изменять, то есть тратить как-то деньги, перемещать из одного состояния в другое. По мечам это умение побеждать. Но с пониманием того, что ты еще не всех победил, невозможно всех победить. По пятеркам кубков главное в эмоциях это перейти от печали к радости. Потому что и печали, и радости у нас как бы хватает и того, и другого. Но, как пел незабвенный Юрий Антонов, от печали до радости, да, 4 шага, либо как там, либо там, наоборот, долгая дорога. И много, и мало одновременно. Ты можешь пребывать в унынии, но ты можешь найти радость в жизни, изменить свою ситуацию. И если ты все-таки переваливаешь через этот Рубикон, кульминация. Кульминация состоит в том, что ты начинаешь видеть светлую сторону бытия, делиться радостью, помогать другим людям по шестеркам мечей, делиться своими желаниями с другими людьми, демонстрировать свой уровень желания, да, вот те самые понты, которые нужны для стимуляции твоих конкурентов, тех, кого ты победил уже, да. И ресурс, зачем он нужен, если не делиться с другими людьми? Если ты научаешься делиться, все, ты дальше просто взаимодействуешь с этой стихией. Ты научаешься работать с этой стихией дальше. Ты как бы ее оседлал, и дальше ты на ней едешь в то ощущение, которое оно тебе может дать. 7, 8 и 9 это путь к успеху. Если первые 3 карты знакомство, вторые 3 карты попытка и, скажем так, успешная попытка взаимодействовать, то последние 3 карты это путь к успеху. Что такое 10-я карта? 10-я карта это, собственно, сам успех, который ты обретаешь после того, как завершаешь грамотный процесс взаимодействия с этой стихией. Вот о десятках мы поговорим на следующей лекции, на следующем эфире, который у нас с вами будет в следующую пятницу. И там же мы начнем с вами придворные арканы, придворные карты. Я вам поясню, что такое переход от цифровых карт к придворным арканам. Нужен он, не нужен он. Вот. Как это делать правильно и кем человек становится, когда научается взаимодействовать со стихией грамотно, преодолевает притяжение стихии и становится ее хозяином, управителем, королем ситуации, скажем так. Или королевой, там все зависит от обстоятельств. Вот об этом мы с вами поговорим на следующей лекции. А вопросики, что у вас там есть по вопросикам? Ага. 7 кубков, человек весь черный, даже руки. Почему? Ну, это художникам надо. Не то, чтобы он там какой-то там темнокожий. Нет. Это просто те мечты, которые подсвечены собственным желанием, да? То есть человек не так важен, важны его мечты. Он как бы в тени находится. Важно не то, что хочет человек, а важно то, что он хочет, да? Важны его мечты. Стремиться куда-то надо, а не обращать внимание на то, кто он. Интересно, почему 10 кубков и 10 пентаклей со счастливым финалом, а жезлы мечи с печальным концом? Ну, смотрите, по пентаклям в чем смысл пентаклей? В материальном мире, да, в накопительстве.
Потому что Земля — это то, что накапливается. Успех — это настолько успешное накопление, что ты можешь им делиться, да? Потому что когда ты накопил максимум, логично, что ты можешь делать, это делиться. Все, накапливать больше, чем ты можешь, нет смысла. По кубкам у нас с вами идет максимум эмоций, которыми ты тоже можешь делиться. Кубки и пентакли — это пассивные стихии, женские, да, это вбирающие в себя стихии. Вот. Поэтому, когда они вбирают себя по максимуму, следующий уровень — это когда они начинают отдавать. А мечи и жезлы — это стихии активные, которые требуют активности, и финал логичный для них — это окончание этой активности, окончание желаний, когда ты собираешь и уносишь их просто домой, да, перестаешь что-то хотеть, перестаешь работать, останавливаешь эти самые свои желания. И когда ты останавливаешь тот самый внутренний диалог, да, когда ты решаешь все свои проблемы окончательно, до конца, и перестаешь беспокоиться вообще обо всем. На будущее ты только надеешься. Ты не боишься будущего, а только надеешься. То есть, по сути, у нас активная стихия заканчивает активность, а пассивная стихия начинает активность. Да? То есть смысл стихии не в том, чтобы наполнить себя, а смысл в том, чтобы перейти в следующую, дальше. И оно так по кругу идет. Если вы помните вот этот круг зодиакальный, да, он в том, что стихия одна сменяет другую. Огненный Овен сменяет, вернее, Телец сменяет Овна, Близнецы сменяют Тельца, Огонь переходит в землю, земля переходит в воздух, воздух переходит в воду, дальше вода опять переходит в огонь, опять земля, воздух, вода и так дальше. Когда ты познаешь стихию полностью, ты переключаешься на следующую. Когда ты решаешь ситуацию, у тебя возникает следующая ситуация. Так что, как бы это говорит о том, что карты не окончательный приговор. Всегда есть что-то дальше. Подскажите, зачем в колоде Таро нужна пустая карта? А поищите видео на канале, поищите в поиске со словом бланка. Пустая карта, есть видео, где я очень подробно разбираю, что такое бланка, зачем она нужна, в чем смысл пустых карт в колоде Таро. Коротко говоря, это карты, которые две лишние, да? Они никакой цели, задачи не имеют. Это просто карты-пустышки, которые остаются после того, как полиграфический лист разрезают на 78 карт. Там же 80, 40 на 20, да? Вот. Тут, соответственно, у нас так и выходит, что две карты пустые, там рекламу штампуют. Это, вот у меня таких карт, они вот, в принципе, от нескольких колод у меня есть. Никакой смысловой нагрузки они не несут. Девятка мечей — самоизоляция, нежелание общаться, замкнутость. Почему же? Нет, это страх по поводу будущего. Если вы не желаете общаться, потому что боитесь будущего, да. Но вообще замкнутость — это традиционно у нас за это отвечает четверка мечей. Там замкнутость. Если вы помните, там прям визуально по четверке мечей у нас с вами замкнутость, закрытость в каком-то помещении, да? Либо замкнутость, закрытость в каком-то процессе. Одна и та же мысль, как в закрытой черепной коробке. Девятка пентаклей — самодостаточность. То, что касается эмоций, да, самодостаточность в плане эмоциональном. Тут он, я бы даже сказал, самодовольство, самодовольность, да, или как это будет по-русски. Самодовольный человек, он сам собой доволен. Здравствуйте, Роман. А есть ли расплата за то, что гадаешь людям? По-моему, есть такое видео на канале, поищите. Это такой длинный
Длинный процесс, о котором сложно в 2 словах. Десятка жезлов, он с трудом, но все-таки двигается вперед. По десятке жезлов он двигается к финалу. Потому что вот там домик, да? Тот самый домик, который является его конечным пунктом, самое последнее желание. Повтор вопроса о Висконте. Трактовка может быть по Уэйту, ведь она очень древняя. Уэйт это, как вам сказать, Уэйт это логическое продолжение. Висконти Сфорца это не отдельная колода. Там, по сути, марсельская колода. Да, если уж так говорить, то Висконти Сфорца относится к колодам, которые больше похожи на марсельские. То есть там не прорисованные младшие арканы. Восьмерка жезлов. Они летят или замерли? Летят, конечно. Что же они в воздухе? Как может жезл замереть в воздухе? Летит, конечно. Вот такие дела. Эфир замечательный. Спасибо, пан Роман. Спасибо, Юрия. Спасибо за похвалу. Как всегда, очень интересно. Спасибо. Ну, стараемся. Мне интересны карты Таро, поэтому я стараюсь рассказывать то, о чем мне интересно. Я про девятку пентаклей, о самодостаточности. А что у нас по девятке пентаклей? Ну, вот по пентаклям, да, может быть. Потому как по пентаклям у нас с вами нарисована девушка, которая... Ну, которая хватает всего, да, хватает. Даже если она будет есть этот виноград, он будет расти быстрее, чем она его съедает. Потому что это самодостаточный процесс, скажем так. Да, если сравнивать девятку пентаклей и девятку кубков, девятка кубков это самодовольный, даже в положительном смысле. Девятка пентаклей самодостаточный. Чашка крутая у вас. Вот это? Да, мне тоже нравится. Мне тоже нравится. Спасибо за интересный, полезный эфир, как всегда. Стараемся. Так, ну что, а 10 мечей по здоровью это всегда смерть? Нет, с чего вы взяли? 10 мечей это может быть не смерть, а избавление от мучений. Это может быть, конечно, и то, о чем вы сказали, но вот тот поверженный индивид, это может быть и ваша болезнь. Вы можете победить окончательно болезнь. По девятке вы можете бояться, что она вернется, а по десятке вы понимаете, что вы ее победили окончательно, эту болезнь. Вот. Роман, скажите, когда следующий эфир? К сожалению, первый раз сегодня, мне очень было интересно, хочу еще. Эфиры по средам и по пятницам. Обычно в одно и то же время, 17-17:30 по нашему норвежскому времени. Это где-то 19-19:30 по московскому. Ну вот, чаще всего русскоязычные зрители ориентируются либо на центральноевропейское, либо на московское время. Очень интересно, прошла курс, но у вас гораздо шире обзор и интересней. Информация постоянно пополняется, да, поэтому подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки, комментируйте обязательно. Вот, это то, что очень помогает продвижению канала, а, соответственно, продвижению той самой информации, которая, ну, по моему мнению, является интересной, важной и нужной. Если вы считаете, что эта информация интересная, важная и нужная, то не стесняйтесь ей делиться. Даже вплоть до того, что можете размещать ссылочку на эфир в своих соцсетях. Это вообще будет здорово, вообще будет отлично, если вы поделитесь ссылкой там ВКонтактике, либо на Фейсбуке, в Инстаграме, каких-нибудь сторис. Добро пожаловать, это будет просто здорово. Вот. Пан Роман, скажите, а издревле было трактование перевернутых карт? Нет. Перевернутые карты это скорее уже дань такой моде, скажем так.
Вот. Но точных сведений нет. Уэйд трактовал прямые и перевернутые, но по сути он пояснял, что негативное значение карты это то же самое, что и позитивное, только против человека, да? Так что и все, в принципе. Чедек Channel, большое спасибо за эфир. Рад вас видеть. Рад. Вот, Наталья пишет, благодарю вас, пан Роман, как всегда, очень познавательно. Мне, как всегда, очень полезно, вернее, очень приятно, ну и полезно, наверное, тоже. Очень приятно было с вами пообщаться. Увидимся с вами в среду. Я подозреваю, что я все-таки начну записывать эфир для спонсоров. Ссылочка на спонсорство есть в описании этого канала, и, соответственно, там есть кнопочка, ну, вы сами знаете. У тех, у кого нет возможности на YouTube стать спонсором, есть возможность стать спонсором на Boosty. Там я дублирую весь спонсорский контент. Вот. Хорошо, рад был вас видеть. Увидимся на следующем эфире. Всем пока, до новых волнующих встреч.